был ли автор Евангелия от Иоанна действительно апостолом и любимым учеником Иисуса, или точнее учеником, которого любил Иисус. «Омαθетес экинос онегапа о Иисус». Многие, а возможно даже большинство современных ученых и исследователей Библии сомневаются в том, что четвертое Евангелие было написано апостолом. Они считают, что автором в лучшем случае был некий старец Иоанн из Эфеса, упомянутый Папием, или Лазарь из Вифании, или Мария Магдалина, а в худшем просто какой-то анонимный автор конца первого или даже начала второго века, то есть просто некий самозванец. Обычно эта точка зрения обосновывается тем, что Иоанн, сын Зеведея, был неграмотным рыбаком из Галилеи и не мог написать такой философский шедевр на чистом греческом языке, как четвертое Евангелие. Я вам расскажу все эти аргументы и даже добавлю мои собственные в следующем видео. Однако, кроме апостола Иоанна, сына Зеведея, и не считая предателя Иуды, у нас остается еще 10 апостолов. Итак, в этом видео я приведу аргументы в пользу того, что автором четвертого Евангелия был не самозванец, а действительно один из апостолов. А в оставшихся 20 видео я вам аргументированно расскажу, кто из 12 апостолов на самом деле написал четвертое Евангелие. В Евангелии от Луки 22:14 мы читаем о Тайной вечере. «И когда настал час, Он, Иисус, возлег, и 12 апостолов с Ним». Здесь используется слово «возлег» вместо «сел за стол», поскольку в древней Иудее времен Иисуса во время еды не сидели, а лежали. В Евангелии от Марка 14:17 «Когда настал вечер, Он, Иисус, приходит с 12». В Евангелии от Иоанна 13:23 говорится, что во время Тайной вечери «Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы он спросил, кто это, о котором говорит». Итак, согласно Евангелиям, на Тайной вечере были Иисус и 12 апостолов, и любимый ученик присутствовал среди них, и, следовательно, был одним из 12. Мария Магдалина, Лазарь, старец Иоанн из Эфеса или какие-либо другие неапостолы, которых некоторые считают кандидатами на авторство Евангелия, не подходят под это описание. И вообще трудно представить, что кто-то кроме 12 апостолов удостоился бы чести называться любимым учеником и сидеть или лежать за столом ближе к Иисусу, чем даже Петр. Возможно, как утверждают некоторые ученые, за исключением Марии Магдалины как женщины. Но в Иоанна 22 Мария Магдалина бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Очевидно, Мария не могла прибежать к Петру и к самой себе, и значит, не могла быть любимым учеником и автором Евангелия. А Лазарь не назван ни апостолом из 12 или от 70, ни вообще учеником Иисуса, ни в одном из 4 Евангелий. Сказано лишь, что Иисус любил Лазаря и его сестер, то есть был другом его семьи. И если вы хотите придумать другую кандидатуру на авторство Евангелия, то вам придется либо объявить автора лжецом и самозванцем, либо как-то объяснить, почему ни в одном источнике, ни в Евангелиях, ни в Деяниях, ни в посланиях апостолов и отцов церкви, ни даже в позднейшем церковном предании не упоминаются никакие любимые ученики, которые были бы даже ближе к Иисусу, чем 12 апостолов. Только Яков, брат Иисуса и первый руководитель Иерусалимской церкви, мог бы претендовать на то, чтобы быть включенным в список возможных авторов наравне с 12 апостолами. Но если только он не был апостолом Яковом, сыном Алфея, как утверждают некоторые варианты церковной традиции, то даже его участие в Тайной вечере противоречит утверждению в Евангелиях, что Иисус провел последний вечер своей жизни с 12 апостолами. Рассказав нам о любимом ученике и подчеркнув, что он возлежал рядом с Иисусом на Тайной вечере, Евангелие от Иоанна 21:24 сообщает: «Этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и мы знаем, что истинно свидетельство его». Некоторые ученые пытаются усмотреть странный смысл в цветистом построении этой фразы, но она ясно говорит, что именно любимый ученик не только свидетельствовал об этом, но и написал это, то есть Евангелие. Многие ученые полагают, что глава 21, то есть последняя глава, была написана как постскриптум после первых 20 глав Евангелия другим автором. Как я объясню в моих следующих видео, я думаю, что последнюю главу написал ученик автора первых 20 глав, который издал все Евангелие после смерти своего учителя.
Например, приведенная выше цитата похожа на Иоанна 19:35. «И видевший это засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Мы видим, что в главе 21 мысль из главы 19 сформулирована более ясно. Прямо сказано, что «Видевший это» является тем самым любимым учеником Иисуса, и что он не просто свидетельствует, но и написал Евангелие. Самое интересное отличие состоит в том, что в главе 21 слова «Он знает» превратились в «мы знаем». Это естественно, если в главе 19 автор Евангелия пишет о себе в третьем лице. Он, любимый ученик, засвидетельствовал, и он знает, что его свидетельство истина. Но автор дописанной позднее 21 главы пишет не о себе, а об авторе Евангелия. Он, Тот, кто написал Евангелие, свидетельствует, и мы, то есть я, автор этой главы, и вы, читатели, знаем, что его свидетельство истинно. гипотеза о том, что последняя глава Евангелия была написана кем-то позже в качестве дополнения, не меняет мои аргументы в пользу того, что основные 20 глав Евангелия были написаны апостолом, который называет себя любимым учеником Иисуса, и идеально сочетается с моей теорией о создании 4-го Евангелия и его авторе, о которой я подробно расскажу в следующих видео. А сейчас давайте вернемся к главной части Евангелия. Даже когда автор не ссылается на себя напрямую, он говорит как участник событий. Люди, места и вещи, которые в синоптических Евангелиях называются отвлеченными существительными, получают конкретные личные имена и названия. Например, для автора важно, что члена Синедриона, слушавшего Иисуса, звали Никодим, или что женщиной, намазавшей Иисуса благовонным маслом, безымянной в 3 других Евангелиях, была Мария, сестра Марфы и Лазаря из Вифании, а благовония назывались нардом. Ученые собирали списки соответствующих цитат на протяжении многих веков, и вот несколько примеров. В некоторых случаях автор утверждает, что знает, что апостолы говорили между собой. Например, Иоанна 4:33. Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иоанна 16:17. Тут некоторые из учеников его сказали один другому: «Что это он говорит нам?» И так далее. В других случаях нам сообщается, что думали, помнили или во что верили апостолы. Например, Иоанна 4:27. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. В некоторых стихах нам рассказывается об ошибочных убеждениях апостолов. Например, Иоанна 11:13. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Или Иоанна 12:16. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и что это сделали ему. Все это, конечно, не может считаться неопровержимым доказательством, но это выглядит совершенно естественно, если предположить, что автор был одним из апостолов, и странно, если не был. Во многих из этих случаев утверждение о том, что апостолы что-то сказали, подумали или вспомнили, на самом деле не добавляют ничего особенного к рассказанной истории и не следуют логически из сюжета. Поэтому они действительно похожи на реальные случайные личные воспоминания, а не на выдумки в рамках общего плана литературного произведения для продвижения сюжета или для выражения некой мысли или комментария автора. Например, в Иоанна 2:17 говорится: «При этом ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня». Представьте, что вместо фразы «при этом ученики его вспомнили, что написано», автор написал бы просто «ибо сказано». Изменило ли бы это что-нибудь в вашем понимании событий в тексте или процитированного отрывка из 68-го псалма? Автор вспомнил, что он, будучи апостолом и свидетелем, подумал об этом отрывке в тот момент, когда это произошло. И для него это важно как личное воспоминание, хотя этот факт и не добавляет ничего особенного к сюжету рассказа об Иисусе. Если вы предположите, что автор не был апостолом, то тогда вам придется признать, что ему нравилось просто выдумывать некие случайные события, не несущие никакой особой смысловой нагрузки. К тому же, если бы автор не был апостолом, то в каждом из приведенных примеров он, не добавляя ничего особо важного к повествованию о поступках Иисуса, рисковал тем, что первые его читатели, которые знали, кто он такой, спросили бы его, откуда он знал, о чем апостолы думали и вспоминали, и вообще зачем он фантазировал об их мыслях и воспоминаниях, особенно ошибочных. В качестве еще одной иллюстрации позвольте сначала прочитать вам стихи 16 и 20 из 16 главы Евангелия, пропустив стихи с 17 по 19. Иисус сказал: «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я
я иду к Отцу. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Это звучит как цельное красноречивое высказывание. А теперь я прочитаю вам пропущенные мной стихи с 17 по 19. Тут некоторые из учеников его сказали один другому: «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили: «Что это говорит он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал: вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня?» Мне этот отрывок кажется не какой-то глубокой богословской мыслью или важным событием, а чисто личным воспоминанием. Некоторые утверждают, что подобные отрывки демонстрируют, что учение Иисуса было настолько трудным, что даже апостолы не понимали его. Но в данном случае апостолы были сбиты с толку не какой-то притчей или богословским учением, а туманными словами Иисуса о том, что с ними всеми случится в будущем, что вполне естественно и понятно и без этого отрывка. И когда вы читаете Евангелие, именно такие моменты создают ощущение, что это действительно личное воспоминание участника событий, а не полулитературное произведение, написанное полвека спустя. Но главным доказательством того, что автор лично участвовал в евангельских событиях, является его точное и детальное знание истории, географии, обычаев и политической ситуации в Галилее и Иудее. Епископ Джон Робинсон писал, что автор 4-го Евангелия выглядит чрезвычайно хорошо осведомленным о партиях и подразделениях иудаизма перед Иудейской войной, и неоднократные попытки доказать его невежество или глупость обычно отскакивали рикошетом на их авторов. Многие ученые составили списки большого количества фактов, которые правильно указал автор Евангелия от Иоанна. Я не буду приводить их все, поскольку их можно легко найти в книгах и в интернете, но вкратце вот вам несколько примеров. Автор Евангелия знает подробности еврейских свадеб, погребений, церемониальных очищений, например, использование больших каменных сосудов для воды, как в Иоанна 2:6. Он знает о таких праздниках, как Песах, Кущи и Ханука, праздник посвящения в Иоанна 10:22. Он знает об отношениях евреев с самаритянами, мессианских ожиданиях, поведении властей храма и двух первосвященниках, де юре и де факто, Каяфе и Ханане. Он знает одновременно и Септуагинту, греческий перевод Библии, и оригинальную еврейскую Библию, и цитирует их обеих. Он символически начинает свое Евангелие со слов «в начале», то есть с греческого перевода «энархе» первого слова Торы «берешит». Он упоминает множество географических названий времен Иисуса. Например, правильно называет Галилейское море актуальным в те годы названием Тивериадское море, названным так в честь города Тивериады, основанного тетрархом Иродом Антипой в честь императора Тиберия. Автор иногда сообщает нам, какое расстояние нужно пройти между городами, и даже идет ли дорога вверх или вниз. Он упоминает такие детали, как то, что Гефсиманский сад находился по другую сторону Кедронской долины, или потока Кедрон, и то, что колодец Якова в Сихаре был глубоким, и то, что город Ефраим был расположен около пустоши, и что купальня Вифезда или Бeth-Затha имела 5 крытых портиков, и то, что около притории Пилата находилась вымощенная камнями площадка Лithostrotos, называемая по-арамейски Гаввафа, и что было 2 населенных пункта под названием Вифания, деревня на Илионской горе, где Иисус жил недалеко от Иерусалима, и Вифания за рекой Иордан, где крестил Иоанн, в некоторых манускриптах и синодальном переводе именуемая также Вифавара. Конечно, вы можете заподозрить, что автор Евангелия писал по воспоминаниям других людей, точно пересказывая их подробные истории. Но когда некую историю много лет и десятилетий пересказывают много людей, точные детали, не имеющие отношения к сюжету, обычно забываются, и добавляются ошибки пересказчиков и новые выдуманные подробности. И даже если вы решите поверить слухам и начнете подробно в деталях рассказывать людям о том, что вы услышали от других, но сами никогда не видели, то вы обязательно напишите что-нибудь очевидно противоречивое и не соответствующее реальности. Есть известный психологический трюк, как выяснить, лжет ли вам свидетель неких событий. Просто попросите его рассказать вам еще больше подробностей, даже несущественных, или начните сомневаться в мелочах, которые он уже сказал. Если он допускает возможность того, что мог ошибиться в каком-то незначительном вопросе, и легко продолжает вам рассказывать все больше и больше новых мелких деталей, без каких-либо противоречий с тем, что он говорил ранее,
раньше, то он, скорее всего, описывает реальную ситуацию. Если же ваши сомнения в мелочах из его рассказа заставили его занервничать, как будто вы уже уличили его во лжи, и он начинает повторять одни и те же детали снова и снова, избегая добавлять что-то новое, как будто он боится противоречить сам себе, то он, скорее всего, рассказывает вам выдуманную историю, и дополнительные подробности он рассказать не может, поскольку просто их не придумал. А если он начнет выдумывать эти подробности на ходу, то они неизбежно вступят в противоречие с тем, что он уже сказал ранее. И в этом и заключается разница между пересказом историй, которые вы слышали от других, и рассказом о событиях, в которых вы участвовали сами. Как автор 4-го Евангелия, который приводит множество мелких несущественных деталей, полностью согласующихся друг с другом и с исторической и географической реальностью. И если вы хотите увидеть, как один и тот же автор относится к местам, которые он знает лично, и к местам, о которых он читал в книгах или слышал от других, сравните богатые подробности, которые евангелист Лука сообщает нам в Деяниях апостолов о Малой Азии и землях на западе от Греции и Кипра до Рима, со сравнительной бедностью таких деталей в описании Иудеи и Галилеи в его Евангелии, особенно в сравнении с Евангелием от Иоанна, или с его старомодным книжным названием Геннисарецкое для Тивериадского или Галилейского озера. Писать с такими подробностями и без ошибок крайне сложно для постороннего человека даже сегодня, со всеми нашими интернет-ресурсами, энциклопедиями и научными библиотеками. Вы, конечно, можете придумать имена персонажей и ложные в кавычках личные воспоминания, которые никто не сможет проверить. Если вам нравится выдумывать всякую ерунду без особых причин, но если вы подробно напишете о событиях, в которых вы никогда не участвовали, или о местах, которые не знаете лично, а затем покажете свои сочинения знающим людям, они тут же поймают вас на многих вещах, в которых вы ошибаетесь. Например, если вы покажете мне какую-нибудь зарубежную статью или фильм о современной России, Советском Союзе, Советской Украине или об истории Руси и Российской империи, я вам сразу же укажу на обычно многочисленные ошибки и логические нестыковки. Более того, когда вы описываете известную вам реальность, ваши истории будут столь же логически последовательными, как и сам реальный мир. Но если вы выдумываете свою собственную реальность, то практически невозможно сделать это с безупречной внутренней логикой. И даже люди, не имеющие личного опыта, связанного с описываемыми вами событиями, обычно при желании смогут найти логические несоответствия, просто сравнивая ваши утверждения друг с другом. В качестве примера посмотрите критические обзоры художественных фильмов и книг, указывающие на многочисленные внутренние логические противоречия и нестыковки даже в описании чисто выдуманных миров. Но, несмотря на все детали 4-го Евангелия, после 2000 лет фигурального и буквального копания, как в тексте книги, так и в земле древних Галилеи и Иудеи в поисках дополнительных данных, никто не смог уличить его автора во лжи или фактических ошибках. И в тех случаях, когда автор Евангелия от Иоанна не согласен с поздними критиками или с другими Евангелиями, он оказывается прав. Например, если Тайная вечеря была пасхальной трапезой, как утверждают синоптические Евангелия, то Иисус умер в день Пасхи, 15-го Ниссана. Но автор 4-го Евангелия утверждает, что Иисус умер за день до Пасхи, то есть 14-го Ниссана, когда в храме еще только закалывали ягнят для пасхальной трапезы. И его версия гораздо более правдоподобна. Даже если римляне были настолько равнодушны к религиозным чувствам иудеев, что решили провести публичные казни в такой важный религиозный праздник, все равно невозможно представить, чтобы священники Синодриона, арестовавшие Иисуса, судившие его, вынесшие ему приговор и потребовавшие от римлян убить его, делали все это ночью и утром прямо во время праздника Пасхи, который, как и любая дата в древнем еврейском календаре, начинался с заходом солнца, то есть в ту самую ночь, когда они должны были сидеть за пасхальным столом. И спешка снять казненных с крестов до захода солнца имела смысл только в том случае, если на следующий день, начинающийся с заходом солнца, была Пасха, а не день после нее. Или еще один пример, использующий идею Джона Робинсона. Рассмотрим разницу в описании путешествия Иисуса по Галилее у синоптиков и в 4-м Евангелии. В Евангелии от Матфея 4:13 говорится, что Иисус, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском. и в Матфея 9:1 Капернаум или Кфар-Нахум
буквально деревня Наума или Утешения, называется городом Иисуса. В тот день, когда Иисус и его ученики выходят из Капернаума проповедовать и накормить 5000 человек, согласно Иоанна 6:17, они возвращаются обратно в Капернаум, как если бы это действительно был их дом. Тогда как, например, у Марка 6:45, они почему-то после напряженного дня решили отправиться в Вифсаиду, Бeth-Сайда, и в итоге оказались в земле Генесарецкой. Странное поведение для большой группы уставших людей, которым нужно было еще найти место для ночлега. И когда толпа идет искать Иисуса, у Иоанна 6:24 они отправляются именно в Капернаум, что логично, раз они знают, что Иисус там живет. В Иоанна 2:12 Иисус возвращается со свадьбы в Кане, опять же в Капернаум, и не только со своими учениками, но и со своей семьей. Так что автор 4-го Евангелия не бросается названиями разных экзотических для читателя мест для антуража, а рассказывает последовательную логически связанную историю. И, наконец, аргумент, исходящий из моральной мотивации автора. Некоторые критики утверждают, что 4-е Евангелие – это обычный псевдонимный текст, то есть подписанный чужим именем. Но здесь есть одно принципиальное моральное отличие от других псевдонимных книг. Чтобы понять разницу, представьте себе, что вы пишете книгу, основанную на идеях некоего уважаемого человека, вашего учителя, который уже умер и не может изложить их сам. Поскольку в своей книге вы изложили его идеи или ваши идеи, вдохновленные им, то вы подписываете ваш текст не своим, а его именем. То есть вы написали шедевр, который переживет века, а все лавры и почести за это достанутся вашему учителю или его памяти. Как сказано в Псалме 113:9: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей и ради истины Твоей». С моральной точки зрения, хотя вы и ввели своих читателей в заблуждение, но в отношении вашего учителя вы совершили бескорыстный благородный акт самопожертвования. Авторы большинства реальных древних псевдонимных книг не выражали идеи некоего уважаемого человека, а скорее приписывали ему свои мысли и подписывали свое произведение его именем, чтобы придать авторитет своим идеям в глазах читателей. Это гораздо менее благородно и больше похоже на прямой обман и подлог. Но все равно реальный автор псевдонимной книги мог бы оправдаться перед тем, чье имя он использовал, сказав ему, что фактически подарил ему свои идеи и уважение своих читателей. Например, святой 1 века Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла и первый епископ Афин, более 1000 лет считался великим философом, поскольку в VI веке некий анонимный автор приписал Дионисию свои гениальные произведения, не оставив нам своего собственного имени, и сегодня мы знаем его только как псевдо-Дионисия. Или авторы многочисленных апокрифических Евангелий, деяний или посланий, чьи книги 2000 лет спустя мы знаем и читаем под именами тех учеников Иисуса, которым они их приписали. Или те, кто писал, дописывал или редактировал ветхозаветные книги под именами древних пророков. Например, авторы Торы или Пятикнижия Моисея, написанного через много веков после его смерти. Или те авторы, которые веками дописывали книгу пророка Исаии под его именем. Но с Евангелием от Иоанна мы имеем совершенно другую ситуацию, поскольку имя автора нигде в тексте не упоминается. А имя апостола Иоанна как автора мы впервые узнаем от святителя Иринея в конце II века. И если автор не был апостолом и любимым учеником, то мы имеем вроде бы похожую на изложенную выше, но в моральном плане противоположную ситуацию. Вместо того, чтобы приписать свои идеи кому-то из апостолов, отдавая ему свою славу и заслуги, автор присвоил и приписал себе славу и заслуги апостола. И это очень важно, если автор верил в Бога, посмертные суды воздаяния в любом виде и даже встречу на том свете с Иисусом, который знает, кто написал Евангелие и которому придется объяснять, зачем ты, как самозванец, незаслуженно назвался его любимым учеником. Трудно представить, что автор 4-го Евангелия мог не быть христианином, ибо тогда нельзя понять, зачем бы он вообще его писал, буквально рискуя при этом жизнью во времена, когда христиане подвергались гонениям, и ни денег, ни славы за авторство Евангелия получить было невозможно. А раз автор верил в это, то зачем ему было совершать такой грех против Иисуса и его апостолов и ложно называть себя одним из них? Почему было просто не приписать свою книгу одному из реальных апостолов, прямо указав, что любимый ученик – это, например, апостол Иоанн? Или вообще честно указать, что Евангелие основано на учении некоего конкретного апостола, например, Петра, не утверждая, что сам апостол его написал. Это может показаться тонкостью и мелочью, и возможно поэтому, насколько я знаю, до меня никто об этом вообще не задумывался.
Но опять же, в моральном плане разница здесь колоссальная, если автор не был апостолом. Подписав Евангелие именем апостола Иоанна или любого другого ученика Иисуса, автор приписал бы ему свои заслуги в создании Евангелия. А оставшись анонимным и называя себя любимым учеником Иисуса, автор приписал себе заслуги апостолов. И зачем бы ему было это делать даже с точки зрения повышения авторитета своей книги? Для тех читателей Евангелия, которые хотели верить, что текст действительно написан апостолом, увидеть прямо в тексте имя конкретного апостола было бы гораздо более впечатляющим, чем приглашение потратить 2000 лет на расшифровку намеков на имя автора. Даже в фантастической истории о создании 4-го Евангелия из фрагмента Муратори апостолы Андрей и другие говорят апостолу Иоанну, чтобы он записал их истории вместе под своим авторитетным именем, но не объясняет, почему имя автора, Иоанна или кого-то другого, в тексте Евангелия так и не было указано. Итак, если автор Евангелия не был апостолом, то, назвавшись любимым учеником Иисуса, вместо того, чтобы прямо приписать Евангелие конкретному апостолу, он по какой-то совершенно необъяснимой причине решил одновременно нанести вред как своей душе, так и авторитету своей книги, не получив ничего взамен. То есть он из двух зол выбрал оба, хотя мог не выбирать ни одного. А вот если автор реально был апостолом, тогда его поведение полностью логично. Он мог назвать себя любимым учеником либо из скромности, либо по причинам, связанным с публикацией Евангелия, которые я объясню в следующих видео, либо и то, и другое. Похожая логика применима и к автору последней главы. Если по версии ученых он просто дописал некий текст, написанный либо неизвестно кем, либо очевидным самозванцем, то в своей главе он мог вообще не затрагивать тему авторства Евангелия. Или же, если он хотел повысить авторитетность текста и не хотел врать, то он мог написать, что Евангелие основано на учении Петра, Иоанна или какого-то другого апостола, не вдаваясь в подробности. Но он снова подчеркивает, что автор Евангелия тот самый любимый ученик, и в его главе любимый ученик явно присутствует во всех событиях. Если автор Евангелия, как считают ученые, не был апостолом, то с чего бы автор последней главы мог проникнуться такой любовью к некоему анонимному лжецу и самозванцу и так рьяно поддержать его ложь? А вот если, как считаю я, автор Евангелия действительно был апостолом, а автор последней главы был его учеником и писал ее после смерти учителя, тогда все становится на свои места. Он посвятил последнюю главу памяти своего учителя и еще раз подчеркнул, что тот действительно был любимым учеником Христа, то есть апостолом, и автором Евангелия.